О, вот она. О, привет. Привет. Ты меня давно ждешь? Да нет, минут 20. Минут 20? Ну да. Да ничего страшного. Я просто ехал долго. А почему мы приехали вообще на первое свидание в ТЦ? Ну, мне же нужно тебя проверить на финансовые способности. Пойдем. Блин, серьезно, золотое яблоко? Может, покушать сходим? Да нет, подожди, еще рано. Пойдем в мое любимое дело, я тебе сейчас все покажу. Ой, какие они... Слушай, я такие духи очень давно хотел. Но они стоят всего 50. Ну, 50 тысяч. ну если ты их давно хотел, то можешь взять Купишь? себе, конечно. Серьезно? Я куплю? Да. А почему я? Я не купишь? Нет. А то у меня нет, у меня откуда столько денег? Боже. Ну пойдем тогда хоть накормишь меня, что ли? Почему? Я должна опять платить? Ну хотя бы за себя заплатишь, ладно уж. Блин, вот скажи, на что рассчитывают девушки такие, как ты? Ты даже накормить меня нормально не смогла. Ну вот типа... В смысле, я тебе заказала в итоге еду? Ну я, наверное, в нормальном месте хотел покушать, а не на фудкорте. Короче, все понятно с тобой, давай. Пока. Ну, смешно, да, получилось. Парни в ближайшем будущем, да? Что будут вести себя так же, как женщины, да? То есть сразу же их же методом на них бросаться. Заплати за меня, купи мне духи, накорми меня, не можешь даже меня накормить. Ну, да, оно пахнет, конечно, постановой, что как будто бы они там, ну, встретились не первый раз, а как бы подстроили все это, чтобы сыграть эту сценку. Но в любом случае получилось довольно прикольно. Вот вы смеетесь меня, а я реально одинокая девушка. Никому не нужна. Ага, ну да, так взяли всей гурьбой и поверили тебе, да, то, что ты такая одинокая, в таких вот условиях я живу, и там еще слышно какой-то, по-моему, паренек был на заднем фоне, и в этот момент как раз, ну, и оборвалось видео. Мне 40 лет, и я никогда не была замужем. И, возможно, никогда не выйду. А вы тоже заметили, что сейчас какая-то эра одиноких людей? Нет, я не обижена на мужчин, и я не считаю их козлами. Хотя многие из них были таковыми. Но я видела мужчин и по другую сторону. Это когда смотришь на мужчину и женщину и завидуешь белой завистью, потому что они оба такие классные, и они встретились. Поэтому я про то, что сейчас действительно очень сложно найти своего человека. Иногда мне кажется, что этот свой человек не для всех, и я из их числа. Что мужчины и женщины сейчас воюют между собой, постоянно мерятся письками, кто лучше, кто может что дать, какие-то подколки. И мало кто из них хочет создавать семью. Ощущение, что люди забыли, что такое любовь, и рассматривают построение семьи как бизнес-проект. Мне хочется спросить вот тех людей, которые встретили своего человека, вот с которым все понятно, но так классно. Вы сколько его ждали? Да, по факту так оно и есть, что сейчас капец как сложно для тех, кто хочет реально найти для семьи своего человека, как она говорит. Ну, свой человек своему человеку рознь, как говорится, потому что у всех у нас представление совершенно разное о своем, в кавычках, человеке, о его адекватности, о его нормальности, о всех этих параметрах. У нас у каждого своя призма, через которую мы смотрим, и кто-то если ищет через такую определенную свою призму, естественно. Ну, а так, по факту, да. То, что самый главный момент, что сейчас это реально сложно. Мастер-класс для мужчин, как знакомиться со взрослыми женщинами. Мне частенько что-то начали писать мужчины в директ, делать комплименты. Я могу ответить, могу не отвечать. И если я отвечаю, мужчина пишет, я бы хотела увидеться. Но выясняется, что мы живем в разных городах, и тогда он пишет, что я бы к вам приехал. Не надо ко мне никуда приезжать, вы делаете неправильно. Сейчас я вам расскажу, как надо делать правильно. Если вам понравилась взрослая женщина, можно сделать пару комплиментов. Вот это вот все долго. Как дела? Доброе утро. Такое никогда не пишите. Приступайте сразу к действиям. Значит, что вы делаете? Спрашиваете у женщины. Можешь ли ты в ближайшее время вырваться на недельку? Ну, например, в Дубай. Или в Стамбул, ну, в общем, в ту страну, куда не нужна виза. Ну, может, там Черногорию, в Черногории вроде тоже не нужна виза, да? Вот, и вы покупаете билет на самолет ей туда-обратно и оплачиваете хороший отель, не меньше 5 звезд, 2 номера, один ей, один себе. И приглашаете женщину на нейтральную территорию, в красивое место. Ну и там уже дальше общаетесь, смотрите друг на друга, подойдете вы друг к другу или нет.
Вот так делается правильно, и никак иначе. И вообще взрослого мужчину, и вообще мужчину, любого, определяют поступки, а не слова. Точка. Ага, да, ну да. Уже побежал, аж пятки сверкают и тапки слетают. Скорее в Стамбул, либо в Черногорию, либо там безвизовая у нас Грузия, Казахстан, куда-нибудь. Сразу же, тут же. Побежал, заказал билеты, пригласил. Офигеть, конечно, спуститься бы пора с небес. Выглядит она не первой свежести, я понимаю, что да, и на каждого спрос человека есть, у каждого свои вкусы, но это что-то офигеть. И тут дело не в том, что она это имеет в виду, что как подкатывать таким вот к женщинам, да, взрослым. Нет, это конкретно она так хочет, а не из-за того, что это типа вот каждой так надо. Потому что это у нее какие-то такие не совсем адекватные эти требования, скажем так. Сразу нифига себе давай за границу, и там в разных номерах мы с тобой пообщаемся. И, возможно, после этого мы даже и в один номер-то и не сойдемся в целом, потому что, да, мы просто с тобой вообще познакомиться приехали в другую страну почему-то. Даже тут и не рестораном пахнет, просто в своем местном городе, да, сразу за граница. Да, офигевают, конечно, все по-разному. Я с каждым разом все больше и больше от нынешнего поколения мужчин. Значит, сегодня я спускаюсь, я живу в квартире, в которой идет ремонт. У меня несколько пакетов в руках, несколько коробок. Я стою возле двери и думаю, как ее открыть. Сейчас все это поставить, как-то там открыть, подпереть, потом взять эти пакеты. Заходит у нас мужчина. И просто открывает дверь, проходит, все, уходит. Я просто стою, смотрю на это и... Ну, я знаю, что сейчас начнется, с чего ты взяла, что кто-то должен тебе там что-то держать. Но мне кажется, что это обычные рамки приличия. Я когда вижу девушку с пакетами, с коляской или мужчину, я всегда держу двери. Ты что вообще? Ты в себе нет? Да, поверь, а мы охереваем от нынешнего поколения женщин и девушек. Очень уж. Просто до безумия, как охереваем. Да, все правильно ты поняла. Просто никто тебе ничего не обязан. В этом мире, просто если каждый будет держать в голове, адекватный человек, что никто в этом мире тебе не обязан ничем. Не дать тебе, не помочь, не придержать дверь, не... Да, понятно, что есть какая-то человечность, и где-то по-человечески там придержать какую-то дверь или что. Но вот люди такие вот, да, никто не обязан. Просто держи это в голове, что если человек этого не сделал, это не значит, что он просто ужас по жизни. Значит, он просто занят своей жизнью. И для него это просто шум, препятствие, которое надо преодолеть и зайти в хату, заниматься своими делами. Либо там выйти, наоборот, из квартиры и поехать заниматься своими делами. Ни больше, ни меньше. Просто надо это держать в голове. А не то, что я тут девочка, мне обязана. Да, вот она же сама понимает, что никто никому не обязан. И что, ну, опять же, ну, она просто такая вот. Просто, да, держи в голове, что не все такие, как ты, как говорится, которые придержат двери и помогут там другому вот так вот в такой какой-то там легкой беде, придержав дверь. Поздравляю вас, вот ваши ключи, с вас 1 миллион 20 тысяч 500 рублей. 500, миллион, 20. Есть 500 Алло, прикинь, я этому нищеброду на машину добавляла. Ну да, такой себе прикол, такой себе, да, 500 рублей добавила к основной сумме. Но это же может быть и правдой. Потому что я верю, что это может быть действительно правдой. Да, тут сняли в прикол, конечно, выложили, чтобы кто-то посмеялся, а кто-то обгадил их там в комментариях, в Панаму им накидал. Но по факту же такое тоже действительно бывает, что она, если ты у нее хоть копейку якобы попросил, все, ну ты нищебродище, вообще офигеть. Тут стоит вопрос, если такие отношения действительно существуют, зачем мужчине такая вот подобная? Ну что, я такая красивая подъехала к дому. Мужу ничего не говорила. Сейчас посмотрим на его реакцию вот на эти пельмени. Почему у тебя с гудком? Что? А что у тебя с гудком? Ну я же тебе говорила, что я немножко увеличу губы. Какие-то маски-шоу. Помнишь, такая передача была? Ты что-то чересчур увеличила гудок. Ну, с причем как, нормально? Вообще просто, какие-то пельмени. Когда отек спадет? Да не спадет уже, так будет. Ты что, прикалываешься? Ну я же тебе сказала, что немножко увеличу.
Я же чуть-чуть увеличила совсем. Да ты очень много. Подожди, ты сильно, мне кажется. И что теперь делать? Ну, отек, может, спадет? Ну, чуть-чуть спадет. Ну, так как... Да ты что, блядь, просто какая-то, ну, сильно. Ну, уже, по-моему, поменьше стало. Какая-то... Вот ты, Женя. Вот ты прям с таким же гудком пришла. Подожди. Вот она. Да, это все жестко, конечно, да. Ну, чувство у мужа юмора, само собой, имеется. Это, конечно, хорошо. Чувство юмора в семье – это прекрасно вообще в отношениях. Когда кто-то не понимает прям совсем простого юмора, это, конечно, беда. Коммуникацию найти тяжело. А тут он, конечно, понимает. Да, для него перебор, но, по крайней мере, не отреагировал так, что это, ну, прям все, собираю вещи и дергаю. Видимо, у нее есть какие-то качества, которые ему все-таки нравятся, несмотря на вот эту утячие губы. Да. Ну, короче, это все же... Вчера бывший муж сказал мне, что он теперь в отношениях. Приезжал к сыну уже перед выходом, сказал мне эту радостную новость. Год мы уже живем раздельно после 12 лет брака. И, конечно же, я понимала, что у него есть женщина, если даже я успеваю бегать по свиданкам. Но прям отношения. В моменте как-то стало так не по себе, девочки. Такая фраза в голове. Меня так просто заменили. И у меня не было мысли возвращаться к бывшему мужу. Я не страдаю по нему. Не будем скрывать, что, конечно же, каждая девочка хочет, чтобы бывший, ну, немножко страдал, да? Чтобы он понял, кого он потерял. Я думаю, вы меня понимаете. В отношениях он... А я до сих пор, девочки, не могу подпустить к себе мужчин. Я стала экзаменатором для мужчин. Это для отдельного рилса. Из всей этой радостной новости меня задел еще тот факт, что, оказывается, моя 12-летняя дочь уже знала о ней. И с ней даже пересекалась. И она мне ничего не сказала. Знаете, я в моменте, когда мне вот, ну, бывший супруг об этом все сказал, я как будто бы двойной удар почувствовала. Моей дочери 12 лет, и я не знаю, почему она промолчала. То ли потому, что она побоялась задеть меня, то ли потому, что у нас с ней недостаточно хорошая связь, и это еще больше расстраивает. И что? Я об этом никогда не узнаю, потому что я не буду ее об этом спрашивать. Но это очень неприятно. Бывший супруг мне все это сказал, уехал, а я, девочки, просто... Я себя почувствовала такой маленькой. Мне стало так неприятно, я расплакалась. Не потому, что я хочу вернуться, не потому, что я его ревную, что я ничего не добилась за это время, что я не нашла ему замену, да. Я как будто бы топчусь на месте до сих пор, хотя подруга меня успокаивает. Куда ты, Настя? Ты летишь со своими детьми, как только можешь, уже успокойся, отстань от себя. За все это время, пока мы разошлись, конечно же, у меня фоново была мысль что-то доказать, что я вот такая классная, смотри, кого ты потерял. И, наверное, это вот этот костыль, чтобы ты понял, кого ты потерял, нужен на самом деле всем девчонкам, которые проживают развод, проживают расставание, потому что это своего рода выброс энергии, когда мы начинаем что-то делать, чего-то достигать, самосовершенствоваться, да, это нам помогает. И вот сейчас я понимаю, что мой вот этот костыль, он отвалился. Я поняла, что самое страшное после развода не то, что мужчина найдет себе новую женщину. Самое страшное, это когда ты на секунду можешь подумать, что это как-то говорит о твоей ценности. Ну вот такая вот и реальность. Значит, действительно тебя легко заменить. А ты думала, что ты незаменимая, просто королева, надо носить меня на ногах. А тут опа! И оно ж видно. Естественно, ее это цепляет. Это она говорит на камеру, что нет, я его никак не ревную, я не хочу вернуться, что мне вообще по боку. Да, конечно, ее это цепляет, ее эго. Что, конечно же, она осознает, что, ну, если она это все разрушила и подала на развод, да, и он понимал, что, блин, да я по щелчку найду, если захочу. Замен, тем более, если... Да вообще, и в общем, короче, вот он и нашел. В течение года, может, у него уже в течение года там их пачка была, а конкретно жить какой-то уже стал, там, ну, конкретно через год после того, как развелись. Ну и дочку можно понять, никто не обязан говорить, а что нет, может быть, там и действительно более, скажем так, для него подходящая, адекватная, или как сказать. Поэтому, ну вот теперь, блин, пожинай плоды того, что наворошила. Да, незаменимых людей нет. Да, у девочек такая фигня есть, как она говорит. Но незаменимых нет вообще, нигде, ни при каких условиях. Нет незаменимых. И вот, как бы легко все можно заменить. Просто как ныть мужики о том, что им негде заработать. То, что 100 тысяч – это предел мечтаний. Это просто какой-то трэш. Вот сейчас объясняю. У меня 2 мебельных салона. Я предприниматель, но мы не берем мой бизнес в расчет. Давайте просто по фактам. У меня есть сборщики, которые в декабре заработали 700 косарей каждый, работая руками. Дальше, грузчики. Сейчас вот мне разгружают мебель, вот там вот сейчас, вот тут.
Вот. И парень заработал в июне 430 тысяч, работая руками. Да, без выходных, но 430 косарей. Спокойно вообще. Парень молодой, ему там 25 лет. Дальше. Каменщики зарабатывают 250 тысяч. Вот это просто все мои знакомые, которых я знаю, могу реально судить, сколько они зарабатывают. А вот грузчики, которые прям какие-то тяжелые предметы носят по типу рояль, у кого есть постоянные, они по 1 200 000 зарабатывают. Как крутые. Ага, ну да. Сидим все и поверили сразу. Не, может быть, такое существует, но она ж не говорит про регионы, про вообще в целом всю Россию. Если она говорит конкретно там про Москву, и там какие-то единичные случаи, что он там какой-то непонятный грузчик у какого-то миллионера, может быть, и у него такой может быть ставка или ценник там 700 косарей, или как она говорит, 1 200 000 заработал. Ну да, конечно же, ага. И каждый, да, как будто бы по щелчку может, соскочить. Да, понятно, что сейчас время интернета, и в интернете много можно всяких вариантов зарабатывать, и где-то на работе можно найти что-то где-то. Но это определенная своя суета. Можно. Если сильно, наверное, там... Ну и то, не в каждое место влезешь, а то... Ну такой себе бред. Грузчик 400 косарей без выходных. Но я говорю, опять же, он там, кому-то рояли или что-то миллионерам долларовым разгружает. Ну да, они, конечно, там насыпят. Если он как-то сам на себя придумал там какую-то идею. Ну, короче, да, понятно, что можно где-то. Но то, что она говорит так вот за грузчиков, ну, бред, конечно. И хоть даже если это и в Москве, это может быть реально единичные случаи. А она просто как будто бы обобщает, как будто бы ты даже находишься где угодно, в самой обычной деревне, и оттуда лямы можно рубить. Ну, да, конечно, рассказывай. Я считаю, что мужчина вполне себе может зарабатывать в месяц, 10 миллионов хотя бы. Нет? Это вполне реально. Нет? Там кто-то сказал, все в вашей голове. Это все возможно. Не, если я 10 миллионов зарабатываю, то скорее что-то в моей голове точно есть вообще. Ну да, это же про любовь к себе на самом деле. Насколько ты себя любишь и уважаешь. На 300 тысяч. Я себя вообще не особо уважаю. Да, под жопу себе дал, пошел. Давай. Я просто боюсь спросить, какую-то сумму хотела назвать изначально. 25. 25. Ну да. Блять, ну ладно. Мне 5 не хватит, 10 хотя бы. Можно же? Да, я не... Наверное, можно? Можно. У меня ребенок 10 лет. Мы, любим нормально жить. При том, что я не живу, как там принцесса королева. Это база какая-то. Частная школа, там, я не знаю. Бля, моим родителям скажи, что это база. Квартира в Астане. Они меня на базу отправят сразу. К бабушке картошку копаю, это база, на лето. Нет, подождите, почему сразу вот такие вот вешают ярлыки, типа, капец, она много хочет. Я девушка, которая... Сама очень много работаю, зарабатываю, и почему я должна соглашаться на мужика, у которого зарплата там 100 тысяч тенге? Ну зачем? Я согласен, да. Я не говорю, что я там, не знаю, мне обязательно нужны какие-то там супер завтраки в Дубае, но просто хочется рядом мужчину, который также себя любит, как и я, уважает и хочет какой-то комфортной жизни. Тоже, чтобы амбиции у него были. Большие амбиции, еще больше, чем у меня. Я сразу вначале и подумал, что 10 миллионов это не рублей, это тенге. Это на наши деньги, я не знаю, сколько это. Наверное, 2-3 миллиона, наверное, в месяц, да, там рублей будет, не знаю. Но в любом случае, дофига она говорит, дофига. Хотя бы, говорит. Да, хотя бы. Вот каждый подорвался в Казахстане и побежал делать такие миллионы, да, конечно, да. Вот и еще одна очередная. Да, я понимаю, что каждый хочет своей какой-то зоны комфорта. Вот она там говорит, я чё мало хочу, частную школу, все остальное. Нифига себе, точнее, она говорит, я дофига хочу. Да, вот она действительно хочет-то, конечно, дофига. Но если она, конечно, привыкла и действительно сама зарабатывает на такой комфорт, то понятное дело, что ей не интересен будет какой-нибудь, опять же, грузчик или там, кто-то такой, да, там, как она говорит, там, с такими обычными зарплатами. Да, бывают семьи, где женщина прям дофига может зарабатывать, она как в роли мужчины, а мужчина дома на глажке, на стирке. И он при этом вообще может сидеть дома, она его наоборот, как бы там покупает ему все. То есть наоборот роли, есть такое, кому-то так комфортно. Есть. Если она вот такого действительно она не хочет, конечно. Она хочет, чтобы он выше был, мужчина, ее, помимо ее заработка. Ну окей, так ищи тогда такого.
Это, короче, когда-то передача непонятная. Я не живу в Казахстане, без понятия, что за передача. Но если уловить логику, то понятно, да. Ей ношу надо такую же. И по логике ее понять можно, почему она не захочет, ну, просто обычного типа парня. Просто она хочет другую модель отношений. Да и все. Ну, а так понятно, что в целом-то она понятно, что дофига хочет. Привет. Слушай, я знаю, мы с тобой уже расстались. Это может показаться немного странным, но мне срочно нужен интернет. А я случайно возле твоего дома проходила, и что-то к Wi-Fi подключиться не могу. Чего? Какой Wi-Fi? Твой Wi-Fi, у меня пароль не подходит. Ты на время смотрела? Блин, я у тебя не время спрашивала. Пароль от Wi-Fi какой? Гонишь, что ли? Сейчас ночь, я там спать собирался вообще-то. Бигзат, не беси меня, у тебя до этого пароль от 1 до 8 был. Сейчас я ввожу, она не подключается. Ну так потому что я поменял его. В смысле поменял? Зачем? Захотел и поменял. Все, спокойно. Подожди, мне интернет срочно нужен. То есть серьезно, да? Пришла среди ночи, чтобы к интернету подключиться. Просто дай мне пароль, и я от тебя отстану. Хорошо. С 8 до 1. Не подключается. А ты его нормально вводишь? В смысле нормально вводишь? Да, я вот правильно ввожу. 1, 2, 3, 4, 5. Я тебе как говорю, с 8 до 1. С 8 начинай. Не подключается она. Ты меня вообще слышишь, что я тебе говорю, а? С 8 до 1. Блин, Бигзат, не беси меня, просто сделай, как до этого было. Поставь нормальный пароль. Это нормальный пароль. Либо ты его вводишь, либо уходи. А что ты мне сейчас условия ставишь? Ты сейчас все это специально делаешь? Что это? Цифры свои вот эти дебильные. Пароль зачем поменяла? От 1 до 8 нормальный пароль у тебя был. Поменяй пароль. Нет, вводи новый. Я не могу ввести новый, она не нажимается. Ты же видишь, я стараюсь. Что значит не могу? Что за бред? Это пароль, там ничего сложного Да нет. я привыкла к старому. И что, я теперь его должен менять, что ли? Раз я привыкла, ты поменяешь. А с чего это я вдруг его Потому менять что я должен? подключиться не могу. А ничего, что я тебе русским языком объясняю, как это сделать? Да она не нажимается, смотри, не работает, я тебе сколько раз может, сказала. тебе не так уж и нужен Ты интернет? придурок, да? Мне нужен этот интернет. Вижу я. Поменяй пароль. Нет. Поменяй. Нет. Поменяй, я сказала. Нет. Ты придурок. Как я вообще с тобой встречалась? О, это как я с тобой встречался. Ты посмотри на себя, ты же неадекватная. Тебе надо одно и то же 300 раз повторять, да даже 300 мало будет. Тебе говорить, да тебя ни хрена не доходит. Ты вообще не слышишь, что я тебе говорю, блин. Ну ты урод. Тебе сложно сделать, как до этого было? Как до этого было. Не будет, как до этого было. Не будет этого, понимаешь? Не надо, хватит уже, хватит! Ладно. Уже поздно немного, и я замерзла. Может, я у тебя останусь? Хорошо, заходи. А ты пароль поменяешь? И только на одну ночь. Ты всегда так говоришь. Ну, в общем, снова ролик из Казахстана. Да, действительно, абьюзивные отношения. Что ты сейчас скажешь? Это, конечно, жестко, да. Что в итоге сначала с одного, потом на другое. В итоге типа пришла, ну да, это какой-то сериал, наверное, какая-то фигня. Но в жизни же такое тоже сплошь и рядом. Вообще это очень большая несправедливость. Сейчас так много говорится про насилие над женщинами, но так мало мы говорим о том, что мы сами делаем со своими мужиками. Мы можем кричать, обвинять, требовать, а они молчат. Молчат, потому что их так учили. Терпят. Потому что обижать женщину нельзя. А потом они замыкаются, сжимают зубы и тащат эту лямку. А потом инсульты, инфаркты, алкоголизм. Нам что-то с этим делать, девочки. Их молчание мы воспринимаем как должное. А потом они просто закрываются и не говорят с нами. И все это имеет очень большие последствия. И потом разводы, поломанные семьи. Короче, грустно мне на все это смотреть. Что вы думаете по этому поводу? Грустно на все это смотреть, поэтому пойду попилю своего мужа, да? Ну, по факту, если без юмора, то да ничего нифига вот так вот не поменяется. То, что она записала этот видосик и опубликовала его, это ж не значит, что другие такие женщины, девушки, о, точняк, не будем больше этого делать.
Есть же просто такая тема, как ну, эмоции, которые всплеск эмоций, когда человек их не может не контролировать. Просто неконтролируемые эмоции. Вот это вот весь гнев, там, либо грусть, либо какие-то все эти апатии, депрессии и так далее. И тут, какой бы ты разумный ни казался, а когда у тебя планку срывает, да, как говорят, то там уже себя мало кто контролирует. Но они, понятно, что они по природе более эмоциональные. Мужчины более обычно сдержанные. И тут даже факт не в том, что, как она говорит, что вот там как-то так воспитали, и они поэтому терпят. Да, но нет, почему? У меня нет такой фигни, что я вот просто терплю, либо там что-то держу в себе, просто потому, что мне там условно мама в детстве сказала, или как-то общество сказало. Да нет, я действую просто по своим ощущениям всегда. Не смотря на то, что там общество придумало, как бы оно хотело и так далее, и так далее. Просто как я считаю нужным. Да и все. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите свое мнение в комментариях. И всем пока.